Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Календула – полезные свойства. Почти всем известно такое чудесное растение, как календула. Травники ее еще называют ноготками. В дикой природе эта целебная трава – весьма редкое явление. Зато пользуется спросом и любовью у большинства ценителей цветоводов на цветочных клумбах. Это невысокие кустики с ярко-оранжевыми и реже ярко-желтыми цветочками, внешне схожими с садовыми ромашками, только меньшими по размеру. Календула весьма неприхотливое к почве растение. Достаточно по осени посеять в землю семена, а по весне из земли начнут прорастать зеленые побеги. С начала лета и до сильных заморозков это благодарное растение будет одаривать человека своей красотой и бесценными лечебными свойствами. Конечно, не у всех есть садовые участки и цветочные клумбы, поэтому цветы календулы в виде сушеного лечебного сырья, которое отпускается без рецепта врача, можно приобрести в любой аптеке. Официальная фармаиндустрия широко использует сырье календулы, добавляя ее в лекарственные препараты, таблетки, изготавливает на ее основе мази, крема, масла, экстракты и настойки. Календула – лечебные свойства. Еще знаменитый персидский философ, ученый и непревзойденный лекарь того времени Авиценна заинтересовался исцеляющими способностями этого удивительного растения. Ведь в ее состав входит большое количество биохимических составляющих, макро- и микроэлементов, полезных для организма человека и способных помочь в исцелении от многих недугов. Целебные свойства календулы настолько обширны, что имеет большой рекомендательный список для применения. Так как этот список весьма велик, ниже приведены только некоторые причины, по которым следует применять календулу. Помогает выведению желчи из организма, а также понижает количество билирубина и холестерина в желчи. Снимает воспаление желчевыводящих путей, помогая тем самым нормальному функционированию кишечника и печени. Снимает воспалительные процессы в печени, помогает в восстановительном процессе после перенесенного гепатита и холецистита. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, прекращает процесс газообразования и выводит скопившиеся газы из кишечника. Помогает при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Оказывает мягкое устранение изжоги. Способствует приведению в норму кислотно-щелочного баланса. Помимо того, что календула имеет свойство эффективно и благотворно влиять на излечение заболеваний таких жизненно важных органов, как печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и желудочно-кишечный тракт, она имеет ряд других лечебных свойств, оказывающих неоценимую помощь и поддержку при избавлении организма от ряда иных заболеваний, успешно и эффективно справляясь в другой области. Снимает воспалительные процессы ротовой полости и горла, оказывает действие дезинфицирующего, обеззараживающего, противобактериального, противогрибкового, противомикробного и противовоспалительного характера. Снижает уровень холестерина в крови, способствует выведению из организма вредоносных шлаков и токсинов, защищая этим организм от ряда нежелательных патологий. Календула – вред и противопоказания. Хотя противопоказаний у календулы очень мало, но они все-таки есть. Поэтому перед ее использованием необходимо изучить индивидуальное состояние своего организма, проанализировать свои уже выявленные заболевания и для полной уверенности проконсультироваться с врачом-специалистом. Календулу нежелательно применять или применять с большой осторожностью при таких заболеваниях, как гастрит острой формы, гипотония, индивидуальная непереносимость, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. Во время приема настоев и отваров из календулы могут возникать некоторые побочные действия, при которых следует прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к соответствующему врачу-специалисту. Это аллергические проявления, боли в животе, горечь во рту,
Не рекомендуется прием травы внутрь в виде настоев, отваров и прочее при беременности и кормлении грудью. Хотя наружное применение календулы никакого вреда не представляет. Наоборот, оказывает ряд положительных эффектов, о которых вкратце сказано ниже. Применение календулы в народной медицине. Благодаря появившейся информации об эффективности лечения разных болезней с применением лекарственных трав или травяных сборов, а также появлению большого и разностороннего ассортимента травяного сырья, доступного в аптечных сетях, многие предпочитают бороться с болезнями при помощи фитотерапии, нежели применять синтетические препараты. Народная медицина всегда опиралась на использование лекарственных трав в исцелении разного рода болезней. Содержа в себе такой богатый состав природных биологических компонентов, календула имеет обширные возможности в профилактике и лечении многих тяжелых заболеваний. Поэтому широко, успешно и эффективно применяется в народной медицине. Так какими же свойствами обладает это чудо-трава и от каких болезней помогает календула? Обладает антибактериальными, антивирусными, антивоспалительными, антигрибковыми, антимикробными свойствами. Применяется как иммуномодулирующее средство. Оказывает жаропонижающее действие и способствует потоотделению. Мягко снижает артериальное давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Очищает сосуды и предупреждает возникновение атеросклероза. Снимает воспаление при проктологических заболеваниях, оказывает обезболивающее действие. Восстанавливает целостность кожного покрова, заживляя ожоги, порезы, раны. Снимает кожные воспаления и аллергические проявления. Снимает и успокаивает воспалительные процессы глаз. Успокаивает кашель, выводит мокроту, снимает одышку, нормализует дыхание. Успокаивает центральную нервную систему, снимая психоэмоциональное напряжение и улучшает сон. Конечно, это далеко не полный список, в каких случаях календула находит свое применение в народной медицине. Наиболее полный и подробный список можно найти в литературе специализированного характера, а также в официальных источниках информации. Лечебные сборы трав с календулой. Все больше и больше травяные чаи набирают свою популярность. И вместо обычного черного или зеленого чая многие предпочитают делать напиток из разных травяных сборов, которые устраивают по своим вкусовым ощущениям. Если правильно подобрать лечебное растение, соединить его с другими лечебными травами и приготовить настой или отвар, то это может усилить и ускорить лечебный эффект. Главное, необходимо знать, при каких заболеваниях, не оставляя без внимания уже имеющиеся, можно соединять травы в целебных целях. Календула, ромашка аптечная лекарственная, тысячелистник обыкновенный. Известно, что эти три растения обладают схожими возможностями для оказания лечебного эффекта на ряд заболеваний. Обладают антибактериальными, антивирусными, антимикробными, антивоспалительными действиями. Благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, производят ранозаживляющие эффекты и другое. Календула, шалфей. Календула и шалфей, благодаря одинаковым биохимическим нутриентам, обладают антибактериальными, антивоспалительными свойствами, помогают в нормализации работы желудочно-кишечного тракта, оказывают успокоительный эффект и другое. Календула, зверобой. Обе эти травы, имея богатые внутренние составляющие, оказывают антибактериальные, противомикробные, противовоспалительные свойства, способствуют быстрому заживлению ран и порезов, успокаивают нервную систему и другое. Календула, лобазник, таволга, мята. Вкупе эти сладко пахнущие травы, благодаря большому количеству эфирных масел, укрепляют нервную систему, улучшают психоэмоциональное состояние и настроение, оказывают антибактериальные, противовоспалительные, противомикробные действия. В небольших количествах календулу также можно применять вместе с другими травами в виде повседневного травяного чая. Она придаст напитку приятный аромат и яркий цвет, а целебные свойства этого удивительного растения изложены выше.
Календула для женщин. Уникальные внутренние химические составляющие этого чудесного растения делают применение календулы с целью излечения и профилактики специфичных заболеваний, присущих только нежному женскому организму, особенно ценным для женщин. Календула оказывает следующие целебные действия на женский организм. Активизирует процессы обмена веществ, делает кожу гладкой, красивой и упругой, заживляет послеродовые анальные трещины, нормализует гормональный фон, повышает работоспособность организма, поддерживает менструальный цикл в нормальном состоянии, помогает устранить заболевания половых органов, в том числе инфекционных, помогает при лечении эрозии шейки матки, улучшает работу репродуктивной системы, производит косметический эффект. Применение настоя из цветов календулы весьма эффективно повлияет на кожу лица, постепенно делая ее более гладкой и нежной. Волосам придаст блеск и шелковистость, что сделает женщину еще более привлекательной. Добавленный в ванну с теплой водой настой произведет общий успокоительный эффект, будет способствовать укреплению сна и улучшить настроение, поможет сделать кожу бархатистой и красивой. А применение мази, приготовленной своими руками, при помощи растительного масла на основе цветов календулы, поможет снять сухость кожи, сделав ее более эластичной и подтянутой. Волшебные свойства календулы, несомненно, окажут благотворное влияние на утонченный женский организм, нуждающийся в повседневной заботе и постоянном уходе. Но применять ее следует только после согласования с лечащим врачом-гинекологом, учитывая ниже указанные противопоказания. Бессонница в период климактерических проявлений, климактерический период, менструальные боли внизу живота, заболевания женских половых органов, нарушение гормонального фона. Лечебные настои и отвары из календулы принимают внутрь, а также используют в виде спринцевания, примочек и повязок. Календула для детей. Редкую траву можно применять детям. Календула является исключением. Однако до 2-летнего возраста ребенка ее можно использовать только как отвары для наружного применения. Купание с отваром календулы помогут снять кожные высыпания, потница диатез, устранить покраснение, опрелости и кожный зуд. Избавление от этих недугов поможет успокоить нервную систему и сделает малыша более спокойным, улучшит его сон. При консультации врача-педиатра и с его разрешения календулу можно применять при таком заболевании, как рахит, который развивается при недостающем в организме витамина D, а также как обеззараживающее, противоаллергическое, противовоспалительное, восстанавливающее кожный покрой средство. Красивые цветы календулы применяют не только в медицинских целях. В кулинарных процессах ее яркие лепестки добавляют в овощные и фруктовые салаты, супы и даже при изготовлении домашней выпечки. Приготовленные с календулой блюда приобретают особый красочный цвет, вызывают аппетит и улучшают настроение. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.